Этот документ спас Советский Союз от поражения во Второй мировой войне и позволил закрепить влияние данного государства на половину мира. И не подпиши его Сталин в ответственный для страны момент, то современная история была бы совершенно другой. Что же это за документ и почему он так важен, ты узнаешь в этом ролике. С тобой канал Trash History, подписка, лайк, погнали! В одном из прошлых видео я рассказывал о том, как Сталин пытался победить Гитлера в сжатые сроки. Этот план был хорошим, но провалился по ряду причин. И как следствие, войска нацистской Германии вступили на советскую территорию, начав там длительную войну. Эта война унесла множество жизней и ресурсов, а споры о необходимости и правильности нападения нацистов на Советский Союз идут до сих пор. При этом мало кто догадывается о том, что Германия уже с самого начала проиграла в конфликте, благодаря одному секретному документу, о котором мы поговорим в данном выпуске. Конечно, ты сейчас удивлен такому заявлению, ибо война СССР с Третьим Рейхом была долгой и тяжелой, потому вряд ли ты просто так поверишь в то, что Германия проиграла войну уже с 1941 года. Тем более, что сам документ, о котором мы говорим, был создан вовсе не для того, чтобы поставить Гитлеру окончательный приговор, скорее даже наоборот, чтобы дать ему возможность стать властелином Европы, пусть и на некоторое время. Однако, по чистой случайности, именно последствия этого документа спасли СССР от множества проблем, позволив не только победить грозного соперника в лице Третьего Рейха, а и выйти с мировой изоляции, став грозной фигурой для многих государств. И для того, чтобы понять, как такое могло произойти лишь из-за какой-то там бумажки, нам с тобой следует вернуться в прошлое, где-то в 30-е годы 20 века, и посмотреть на политическую обстановку того времени, ведь она была уникальной и напоминала пороховую бочку, которая вот-вот должна была взорваться. Ведь с одной стороны мы увидим Англию и Францию, зарытых по уши в долги и имевших обоюдные претензии на колонии друг друга. С другой стороны набиравшую мощь Германию, желавшую реванша за Первую мировую войну. А с третьей стороны мы сможем наблюдать за Советским Союзом, с его новой на то время идеологией и желанием мировой революции. Все страны того времени чего-то хотели друг от друга, и потому, несмотря на существование в то время площадки для дебатов в виде Лиги наций, вопрос стоял уже не в том, начнется ли война вообще, а когда она начнется и против кого. Ведь дипломатия тогда уже была бессмысленной, ибо Англия и Франция вряд ли бы хотели видеть и помогать СССР, который мечтал свергнуть всех капиталистов. А Советский Союз, в свою очередь, не стал бы трогать нацистов в случае их войны с альянсом союзники. Потому Вторая мировая война, какой мы ее знаем сегодня, является случайной и непредсказуемой по историческим меркам. И вряд ли тогдашние политики могли подозревать о таком исходе. Потому во многом этот исход и стал последствием секретного документа, о котором мы говорим в нашем ролике. Ибо до его подписания думать о том, что Запад будет противостоять нацистам Германии или фашистам Италии, не приходилось и вовсе, так как идеология национал-социализма и фашизма во многом опиралась на богатых промышленников и расовую сегрегацию, которые тоже были присущи западным демократиям в то время, но уж никак не Советскому Союзу. Нацисты, в отличие от коммунистов, не собирались свергать людей, составлявших костяк английской и французской власти, и даже имели популярность в западных странах. Многим на Западе казалось тогда, что нацисты и фашисты будут более договороспособными и сильными персонажами, нежели хитрый Сталин, проводивший репрессии и сидевший тогда в изоляции. Сейчас, конечно, такие мысли многим покажутся удивительными и абсурдными, но в то время нацисты и демократы были ближе друг к другу, чем коммунисты. И именно Гитлера и его армию все тогдашнее мировое сообщество рассматривало как защиту от коммунистического влияния, которое могло сокрушить большинство правящих элит в том свете. И потому Вторая мировая война, если и должна была стать войной, то уж против коммунизма, но никак не против нацизма с фашизмом. Это был более очевидный сценарий, чем то, что случился в реальности. И виноват в этом как раз тот самый документ, о котором идет речь в этом ролике. И он известен многим, как договор о ненападении между СССР с Третьим Рейхом. Да, это шокирует, но тот самый договор, который Гитлер нарушил 22 июня в 4 утра, обернулся комом для Германии сразу же после подписания, окончательно определив ее поражение. И по ходу ролика ты узнаешь, каким образом. А сейчас же давай мы с тобой узнаем больше о сути данного документа. Так вот, 23 августа 1939 года СССР и Германия подписали знаменитый пакт Молотова-Риббентропа, гарантировавший ненападение друг на друга. Под пактом о ненападении оба государства подписали
существовали и секретный протокол, который разделял сферы влияния двух стран, из-за чего многие историки и критикуют советское руководство за этот документ, так как он позволил Гитлеру развязать в руки и объявить войну Польше, которую защищали тогда Англия и Франция. Главной же целью договора была лишь краткосрочная выгода, позволявшая каждой из подписавших его сторон расширять свою мощь и как можно лучше готовиться к войне между собой, ведь нацисты и коммунисты были непримиримыми врагами. Германия и Советский Союз воспользовались пактом по-разному, и удача больше благоволила Гитлеру, нежели Сталину. Но суть сказанного не в том, что Вторая мировая война унесла много жизней и началась из-за действий Сталина, а в том, что ужасы тех времен вызвали шок у современников того времени. И потому каждый тогдашний историк пытался найти оправдание подобным ужасам по-разному. И в головах многих людей того времени витала сомнительная надежда, что войну, унесшую с собой 60 миллионов жизней, можно было остановить, лишь не дав возможности ее начать. А потому нередко можно услышать лишь негатив в сторону пакта Молотова-Риббентропа, особенно со стороны прибалтийских народов, которые после ратификации данного документа надолго потеряли независимость. И из-за того, что люди склонны уменьшать предпосылки Второй мировой войны, нам трудно понять настоящую роль пакта Молотова-Риббентропа в истории Советского Союза, которая куда весомее, чем можно подумать на первый взгляд. Ведь этот документ позволил дать Советскому Союзу не просто передышку от Германии и много территорий, которые они там схапали, а и направил силы нацистской Германии на Англию и Францию, которые до этого откармливали нацистскую машину для борьбы с коммунистами. То бишь Сталин направил Гитлера воевать с альянсом союзники, который долгое время был важнейшим торговым партнером Германии. Он заставил Англию и Францию, которые надеялись, что Гитлер и Сталин столкнутся в схватке, истощив собственные силы, изрядно попотеть. Ведь альянс-союзники глубоко надеялся, что их войска моментально уничтожат диктаторов без особых потерь. Однако взаимная война между СССР и Германией не произошла в нужный момент для альянса союзников и скорее задела Англию и Францию в первую очередь, заставив их тратить колоссальные ресурсы и в будущем попрощаться навсегда со своими колониями. Война, которая внезапно пришла туда, где ее не ждали, заставила капиталистов идти на союз со Сталиным, причем говоря с ним на равных. До этого момента подобный союз казался невозможным и в некоторой степени обременительным для альянса союзники. Но он произошел и постепенно смог уничтожить германскую армию. Отныне нацисты, а не коммунисты, стали главным злом планеты. И случилось это благодаря пакту Молотова-Риббентропа. Ведь, как я уже говорил, Англия и Франция не планировали дружить с СССР и идти ему на уступки. Они даже во время вторжения Гитлера в советскую страну неоднократно пытались обмануть Сталина, соскочив от войны, ведь мечтали его свергнуть, а весь СССР превратить в сырьевую колонию для себя любимых. Это и объясняет то, почему Запад так и не признал притязаний Сталина на земли Прибалтики. И Сталин, несмотря на множество просчетов в своем плане победить Германию, очень грамотно оценил действия союзников и смог заставить их помогать Советскому Союзу несмотря ни на что. И именно потому не стоит оценивать пакт Молотова-Риббентропа настолько критично, ведь после его подписи Гитлер уже приговорил себя на поражение, создав два фронта, а Сталин после грубых ошибок получил от судьбы второй шанс с возможностью превращения его страны в одну из сверхдержав на долгие годы. И на этой ноте я хочу сказать спасибо, что досмотрел ролик до конца. Всего тебе доброго и до новых встреч!